Привет! Сейчас я нахожусь в одном из прекрасных районов Голд-Коста, недалеко от пляжа Мейн-Бич. И вот это конкретное место, оно называется Марина Мираж. Здесь такой торговый центр. И вот с этой стороны это бывший отель Versace. Сейчас он называется как-то по-другому, но если зайти туда внутрь, там на самом деле сохранена вся вот эта вот атмосфера и атрибутика Versace до сих пор. Если мы посмотрим в другую сторону, то мы с вами увидим лодочную станцию, где люди паркуют свои лодки. Место на самом деле очень тихое и спокойное. Мне действительно очень здесь нравится. Прямо сейчас мы смотрим ресторан, который как раз расположен на вот этом понтоне. То есть весь ресторан, он как бы на воде. Это такое модное тусовочное место, которое называется Ла Луна. Вы знаете, там такой открытый бассейн, можно там прийти, потусить с друзьями. В общем, да, такое модное, знаменитое место. Я решила снять небольшой влог, так как я сюда приехала и на самом деле давно хотела вам это место показать, но бываю здесь не часто, потому что живу в другой части Голд-Коста. Это город, который вот 60 километров тянется по берегу океана. Это 60 километров бесконечного пляжа. Но, соответственно, если ты живешь, например, на самом юге, то ты не очень часто выбираешься на север. Вот сейчас я подхожу ближе к вот этому отелю Versace. Я знаю, что там отмечают всякие мероприятия. Иногда там устраивают концерты симфонической музыки. Например, мы как-то ходили на концерт Candlelight. Они там играли на скрипках. Все было заставлено свечами. У них есть огромный зал для банкетов. Там также отмечают свадьбы. И, в общем, это тоже такое топовое место, назовем это так. И с другой стороны, вот там, через дорогу, в общем-то, океан. Поэтому, если ты остановился в отеле, ты можешь как раз еще и насладиться таким пляжным отдыхом. По Голд-Косту, кстати, ходят ферри, как паромы или трамвайчики. И вот одна из этих остановок, мы прямо сейчас ее видим, это Марина Мираж. No fishing. Сегодня такой спокойный день, и мне просто хочется прогуляться, подышать свежим воздухом. Кстати, погода такая достаточно неплохая, потому что сейчас светит вроде как солнце, но на самом деле, если вы видите горизонт за мной, он весь затянут грозовыми тучами. Так что вот-вот может начаться дождь, но пока он не начался, сейчас приятно находиться на улице. То есть не очень жарко, но и да, пока не очень мокро. Очень мне нравится вот эта вот дорожка. Здесь можно прогуляться прямо вдоль залива, посмотреть на лодки. И вот, то есть она идет, тянется на протяжении какого-то количества, не знаю, метров, может быть, километр. Это как раз тоже территория, которая прилегает к вот этому отелю. Возможно, кто-то вот так выходит, садится в свою лодку и уплывает на рыбалку, например, или на какую-нибудь вечеринку. Все такое супер спокойное, не очень много людей, не слишком шумно. Вот только периодически можно услышать вертолет, пролетающий мимо. Вот он, я не знаю, видно ли его. Вон та точка, это вертолет. Вообще австралийцы, они такие, знаете, на расслабоне. Поймала себя на мысли, что вот такой пляжный отдых, как здесь, он, знаете, наверное, не всем даже подойдет. Когда ты находишься на пляже, все максимально тихо и спокойно. Люди просто релаксируют. Они приходят позагорать, почитать книжку. Иногда они там играют в мяч или делают какое-то барбекю на пляже, но все это, знаете, проходит все равно достаточно спокойно, даже если это какая-то компания людей. За исключением, знаете, таких моментов, когда это, например, какой-нибудь День Австралии там, или, то есть какой-то праздник большой, да, когда люди отмечают и прямо вот врубают музыку, отдыхают. А вообще нет, обычно это происходит не так. Обычно просто каждый наслаждается покоем,
На пляже нету никаких лежаков. Как правило, ты просто так приходишь, перед тобой бескрайний пляж, ты выбираешь любое место, бросил там где-то свое полотенце, на полотенце растянулся, главное не забыть кремом от загара намазаться. А так все это, знаете, проходит достаточно так чилово, так скажем, и это очень необычно. Еще, когда я сюда приехала, мне показалось немножечко странно, что, вы знаете, когда вот ты находишься на пляже, никто тебе ничего не продает. Я такая думаю, странно, а если ты там попить захотел? Кстати, если ты захотел попить, вода совершенно бесплатная. Подходишь к одному из кранов с водой, которых много достаточно везде, просто пьешь. А вот так вот, знаете, никто не ходит по пляжу и не говорит горячая кукуруза, пиво, соки. Вот такого вообще нет. И это на самом деле, для людей, которые привыкли к другому типу отдыха, это достаточно так необычно. А что это? Я не знаю, почему я гуляю вот по берегу залива, рассуждаю про пляж, которого сейчас нет. Но вы знаете, наверное, я вам ставлю пару кадров все-таки пляжа, чтобы это было как-то в тему. Потому что вот здесь, например, с полотенцем не уляжешься. Это просто такое место для прогулки, для такого тихо, спокойного променада. Моя прогулка на сегодня подходит к концу, но в этот влог я также еще хочу включить нашу поездку завтра в КДВ-центр. КДВ-центр – это спортивный центр, который открыл здесь на Голд-Косте наш российский миллионер Денис Штенгелов. И я там за все время жизни на Голд-Косте ни разу не была, поэтому я хочу съездить, посмотреть, что там есть интересного. Мы хотим поиграть в гольф. Вот это не совсем гольф, это такая версия гольфа, которая называется Driving Range. И я вам там обязательно все покажу, поэтому оставайтесь со мной. Сейчас я нахожусь в одном очень интересном месте, которое называется КДВ Спорт, KDV в Австралии. А для человека, который приехал из Сибири, а именно из Томска, это значит немножечко больше, чем просто 3 буквы. Люди, которые когда-то покупали что-нибудь в магазинах ярче, ели кириешки или вафли вот эти яшкинские. В общем, знают, кто такой владелец КДВ Групп Денис Штенгелов. И вот сейчас он живет на Голд-Косте и продолжает открывать бизнес с таким же названием. Я здесь первый раз, мне очень интересно, как там все выглядит. Сегодня мы идем играть в Driving Range. Что-то наподобие гольфа. Я, честно сказать, ни разу не играла. И вот сегодня я в этом центре в первый раз. Ребята, которые здесь уже были, рассказали, что можно купить кириешки или что-то, в общем, из продукции КДВ. Что-то, что можно купить в магазинах ярче. Вот это было бы очень интересно. Так, пока я не вижу никаких кириешек. Может быть, и нельзя. Может быть, вот здесь. Здесь есть магазин со всякими вкусняшками. Нет, в принципе, ничего такого. Ничего такого я не вижу. Здесь скорее больше что-то азиатское. So we need to select amount and it will fill the bucket. Так, берем билетик, подносим, сканируем. Мы взяли большую корзину мячей для гольфа и будем их сейчас расходовать. Короче, вот так вот выглядит этот Driving Range. Я стою на таком возвышении, здесь сетка. И с этого места нужно, в общем, бить по мячам. У нас есть с собой клюшки. Мы арендовали большую корзину мячей, которая стоит всего $21. И я пока не знаю, куда бить, но куда-то буду бить.
Я тут встретила сейчас в КДВ ребята из Сибири. Меня зовут Марина. А вас? Я зовут... Как вас зовут? Меня зовут Витам. Вы из Иркутска, да? Я из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга. Да, Настя из Иркутска. Вы сюда пришли в теннис поиграть? Мы вообще путешествуем. На неделе Настя чуть раньше, она была в Мельбурне. Я буквально 5 дней назад приехала в Сидней, мы взяли машину и путешествуем по побережью. Приехали в Голд Кост, и вот живем здесь неподалеку, и сегодня решили поиграть в теннис, поиграть в гольф. Ну и как вы здесь? Очень классное место, и комьюнити прикольное. Я здесь живу уже 7 лет, и на самом деле... Да, ну в КДВ первый раз. Почему-то все никак не могла дойти, и сегодня дошла, думаю, да, поснимаем. Логотип знакомый, прям такой родной. Но такое ощущение, что люди прям достаточно часто приезжают, как здесь себя появились, да? Не знаю, мне то, что показалось. Ну вот я знаю, у меня много знакомых тоже приходят периодически, говорят, ой, тут классно, теннис, сауна, бассейн, по-моему, есть. Да, наверху где-то, да? Вы надолго на Голд-Косте? Завтра уезжаем. Ну как вам Австралия? Очень классно. Австралия супер классная, очень интересный народ, все очень заряжены на спорт и на природу, то, чего нам чуть-чуть не хватает. Нам хватает этого всего на 3 месяца в году. Да. Сегодня обсуждали, что в Австралии так просто поддерживать себя в форме, так хочется с утра встать и пойти на пробежку или на тот же теннис, потому что классно. Ну и все этим занимаются. Да, занимаются такой лайфстайл. Да, да, есть такое. Мы очень завидую вам, конечно, тем, что Приезжайте почаще. да, решили приехать, потому что, правда, сейчас задумались. Ну, классно, когда солнце реально 360 дней в году, и это так, ну, настроение поднимает. Особенно я из Сибири, у нас все они, в принципе, играют. Прекрасно, знаем. Вы, ну, я не знаю, сколько солнечных дней в Екатеринбурге? Да, то же самое практически. У нас всегда 7 месяцев в году зима, и такое все много серое. Я из Иркутска, в Иркутске очень много солнечных дней, прям область славится этим, там порядка 300 с чем-то, но это все еще холодные солнечные дни, когда ты максимум можешь одеться потеплее, шапочку натянуть, У вас Байкал, да? Байкал, его с собой. Кстати, очень хочу на зимний Байкал. Я летом уже много раз была, а вот зимой еще ни разу не была. Да, и то, что вот эти все фотографии, там на коньках, на воздушной подушке. Да, как раз это иногда немножко тревожно, потому что лед трещит, ты едешь по нему, и такой... Сколько историй, когда проваливались под лед. Здорово, спасибо вам большое. Спасибо большое. Мне очень понравилось здесь. Здесь, на самом деле, на территории комплекса есть еще куча всего. Есть теннис, бассейн, сауна. Также можно поиграть в большой гольф. И вообще, знаете, атмосфера такая классная. Мне хотелось сказать, что очень круто, что вот Денис Штенгелов, да, приехал сюда и вложился в какое-то интересное заведение, да, создал что-то такое классное, что-то объединяющее людей в какие-то комьюнити и полезное для здоровья. В общем, мне понравилось.